Дорогие дамы и господа, меня зовут Игорь Порох, в эфире обзор финансовых рынков за 240 секунд. С нас контент, с вас лайк и подписка. Начнем мы с индекса доллара. Индекс доллара пробил нисходящую линию тренда. Сейчас протестировал сопротивление 103,6 пунктов. Это у нас сопротивление, если мы обратим внимание, здесь глобальный уровень Фибоначчи был. И это уровень 0,236. И, соответственно, я здесь отметил, что от данного импульса будет локальный уровень Фибоначчи, хай его. Зачем нам нужно? Нам нужно обратить внимание, что видим, как активно рос индекс доллара и как это повлияло на другие рынки. В частности, на рынок S&P. Видим, что рынок S&P все время снижается в сторону целей 4300 пунктов. Отчеты закончены, поэтому, в принципе, уже больше не на чем расти рынку. NASDAQ, ситуация, картинка та же самая. От S&P не отстает. Ближайшая цель 14500 пунктов, дальше ниже. Золото пробивает поддержку, здесь нету никакой опоры, поэтому будет двигаться, скорее всего, в зону 1880 пунктов, цель 1842 пункта. Капитализация криптовалютного рынка пробивает уровень 0,382, закрепляется сегодня ниже данного уровня, следующая цель будет 0,5, 1,66 триллиона долларов. Доминация биткоина в боковике, ближайшая цель 49.97, следующая будет 48.61. Доминация эфира, картинка та же самая, в боковике с возможным выходом в сторону 19.63, но затем тест поддержки 19.40 и снижение в сторону 18.80. USDT, наш помощник в понимании, что будет происходить на рынке. Обращаем внимание, сейчас он тестирует уровень сопротивления в виде Фибоначчи. Это уровень 0,382 в районе 7,5758 процентов, простите, базисные пункты уже беру. Так, нам нужно понимать, куда будет дальше двигаться USDT. Если начнется какой-то откат, то стоимость биткоина может немножко повыситься. А пока я целюсь то, что будет расти, как минимум в сторону 8%, что опустит стоимость биткоина. Капитализация альткоинов. Я, наверное, перетащу ее вот так вот. Ожидаю увидеть еще какой-то возможен ретест в сторону 340 миллиардов долларов и затем продолжение снижения вниз в сторону 310 миллиардов долларов. Это что я ожидаю по альткоинам. Так, по биткоину. По биткоину у нас здесь такая красивая восходящая линия тренда есть, ее несколько раз тестировали. И сейчас вот очередной раз тестируем. Предыдущие несколько раз, раз и два, актив достаточно сильно рос. Посмотрим, что произойдет здесь. Или здесь будет слом трендовой линии и тогда снижение в сторону 24 800, может быть 20 тысяч долларов, или новый импульсный рост вверх. Я думаю, развязка будет уже близко. Со следующей недели у нас уже будет понимание, но уровень 28 тысяч долларов ровно, достаточно важный уровень. Та же самая картинка на эфире. Идет сейчас тест, в несколько дней была ошибка, а так, в принципе, я был очень близок. Та же самая картинка, пробой, спуск 1630-1400 долларов, или же ретест и выход выше. По новостям. Заявки первичные по безработице в 15:30 сегодня, завтра CPI по Европе. Следующая ставка повышения доллара. Пока что 20 сентября ставка останется прежней, 86,5%. 13,5%, что поднимет еще на 25 базисных пунктов. Спасибо большое за внимание. Отмечайте колокольчик для того, чтобы быть в курсе следующих выпусков. Нажимайте на лайки, подписывайтесь. А мы будем готовить для вас следующий контент. Всем пока.